С одной стороны, Мерт Рамазан Демир уверенно лидирует в обсуждениях. Его имя не выходит из трендов. Вокруг него формируется новая волна интереса, фан-базы работают на максимум. А с другой, сериалы закрываются, рейтинги падают, проект внезапно уходит в финал. И это уже не выглядит как простое совпадение. В индустрии нарастает напряжение, регулятор выносит штрафы. Продюсеры становятся осторожнее, актеры оказываются в центре личных скандалов. Социальные сети буквально взрываются от обсуждений. И все это происходит одновременно. И я все чаще задаюсь вопросом, почему один актер становится символом роста, пока другие проекты теряют почву под ногами? Кто на самом деле управляет Турдизи? Зритель, сухие цифры рейтингов или давление, которое не всегда видно? И главное, мы наблюдаем временную турбулентность или начало глубокой перестройки всей индустрии. В этом выпуске разберем все по пунктам: штрафы, закрытия, неожиданные падения, личные разрывы и рейтинговую борьбу, которая сегодня решает судьбу сериалов. И поверьте, самое показательное впереди, потому что цифры сейчас говорят гораздо громче эмоций. Давайте разбираться. Турецкое телевидение снова оказалось под прицелом, и на этот раз поводом стал сериал «Зависть». Регулятор РТЮК вынес предупреждение и назначил штраф в размере 3% от дохода канала. Усмотрев в сюжете избыток внебрачных связей и линий, которые, по мнению надзорного органа, могут негативно влиять на моральный облик аудитории. Формулировки привычные, мы слышим их не впервые, но каждый раз возникает один и тот же вопрос. Кто сегодня действительно определяет границы Турдизи? Зритель или регулятор? Если смотреть на ситуацию трезво, «Зависть» далеко не исключение. Турецкие сериалы уже много лет балансируют между реальной социальной драмой и требованиями эфира. И по моему мнению, проблема здесь не в количестве сложных отношений на экране. Проблема в том, что такие линии работают. Они вызывают эмоции, обсуждения, споры. Посмотрите на рейтинги и реакцию в социальных сетях. Аудитория не устала от конфликтов, напротив. Именно психологическая острота сегодня держит зрителя у экрана. Получается парадоксальная картина. Контроль усиливается, санкции выносятся регулярно, но интерес к драматическим историям остается стабильно высоким. Штраф 3% для крупного канала ощутимый, но не критический. Контент при этом меняется кардинально. Сценаристы продолжают работать в прежней интонации, и у меня складывается ощущение, что такие санкции скорее сигнал, чем реальный механизм сдерживания. Однако напряжение в индустрии нарастает, каждый новый проект теперь запускается с оглядкой. Авторы понимают, любая смелая сюжетная линия может вызывать реакцию сверху, но при этом драматургия не становится мягче. Наоборот, Турдизи все чаще уходит в психологическую глубину и внутренние конфликты. И, честно говоря, это выглядит как тихое сопротивление, без открытого вызова, но с сохранением творческой свободы. И именно на этом фоне особенно интересно наблюдать за тем, какие проекты выходят дальше. Потому что, если система пытается аккуратно корректировать содержание, индустрия продолжает двигаться вперед. И одним из тех, кто сейчас снова оказывается в центре внимания, становится Мерт Рамазан Демир с новым сериалом и новой партнершей, вокруг которых уже начинается формироваться особый интерес. На фоне разговоров о давлении и ограничениях особенно показательно выглядит подготовка к сериалу «Юноша». Проект выходит на финишную прямую, и все внимание приковано к имени главного героя Юсуфа, которого как раз сыграет Мерт Рамазан Демир. И если говорить откровенно, сегодня он уже не просто молодой актер. По моему мнению, это лицо нового поколения Турдизи. Артист, за которым следят не только зрители, но и вся индустрия. Поэтому любое его появление автоматически превращается в событие. В «Юноше» он играет молодого ночного таксиста, который строит планы на будущее рядом с Хазан, девушкой, ради которой готов принять свою жизнь. Роль Хазан досталась Мелис Сезен, и именно этот дуэт сейчас активно обсуждается в соцсетях. Поклонники анализируют каждую совместную фотографию со съемок, сравнивают химию, ищут намеки на сильную экранную динамику. И здесь важно понимать, интерес к Мерту автоматически усиливает интерес к его партнерше, а это значит, что ожидания от проекта начинают расти еще до официального старта.
Отдельное внимание вызывает участие Мины Демиртаж. Разница в возрасте между актерами добавляет драматургический контраст, и лично я думаю, что сценаристы сознательно играют на этом напряжении. Если эту линию аккуратно разовьют, сериал «Юноша» может выйти за рамки стандартной романтической истории и перейти в более сложную эмоциональную плоскость, а это уже уровень, который удерживает зрителя не сериями, а неделями. Но пока точная дата читки сценария и начало съемок остается интригой, но медийная волна вокруг проекта уже формируется. И это не случайность. В турецкой индустрии имя Мерт Рамазана Демира в титрах – это не просто кастинг, это гарантия обсуждаемости, трендов и активного фан-движения. Если смотреть стратегически, продюсеры делают ставку не только на сюжет, но и на эффект присутствия актера в инфополе. Но если «Юноша» делает акцент на молодую аудиторию и личную историю героя, то параллельно готовится проект совершенно другого настроения, более атмосферный, с историческим контекстом и интригой, способный разрушить все. И в центре этой тайны оказывается Мельха и сериал «Они не отдадут своей жизни». Если сериал «Юноша» строится на личной драме и узнаваемости Мерта Рамазана Демира, то проект в платформе Таби «Они не отдадут своей жизни» делает ставку совсем на другой вектор, на атмосферу, эпоху и тайну. Уже само название звучит как обещание скрытого напряжения. В центре истории уважаемый стамбульский торговец Алинаиль в исполнении Бурака Дакака. Его жизнь выстроена четко, планы, репутация, предстоящая свадьба, Сиян, и все рушится в один момент. Письмо из прошлого, подписанное именем Мельха, и вот здесь, на мой взгляд, начинается настоящая драматургия. Мельха – ключевая фигура истории, роль которой исполняет Эджем Сена Баир. Именно вокруг нее формируется интрига. Кто она? Ошибка прошлого, угроза или правда, которую пытались скрыть? Мне кажется, авторы сознательно делают ставку не на быстрый шок, а на постепенное раскрытие, и это рискованный, но интересный выбор, потому что современный зритель привык к мгновенным поворотам, а здесь ему предлагают атмосферу ожидания. Отдельного внимания заслуживает исторический контекст. 30-е годы – это не просто декорация, это необходимость выдержать эпоху во всем. В костюмах, речи, деталях быта, поведении персонажей. И, честно говоря, исторические проекты всегда находятся в зоне повышенного риска. Если продакшн ошибется в деталях, аудитория это почувствует. Но если попадание будет точным, сериал может выйти за рамки обычной драмы и стать эстетическим событием. Платформа Таби, по моему мнению, все активнее формирует собственный стиль. Более камерный, более авторский. Это попытка отстроиться от телевизионной гонки рейтингов. Они не отдадут своей жизни, этот сериал выглядит как стратегический шаг в сторону глубины, а не громкости. Здесь нет откровенной сенсационности, но есть напряжение, которое будет нарастать изнутри. И многое будет зависеть от Бурака Дакака. Сможет ли он держать баланс между внешним спокойствием и внутренним кризисом? Айджем Сена Баир предстоит создать образ, который не просто разрушает свадьбу, а меняет траекторию всей истории. На фоне проектов, рассчитанных на быстрый всплеск интереса, этот сериал выглядит более выдержанным и продуманным. Но индустрия это не только стиль, это цифры, и пока одни проекты только готовятся к выходу, другие уже сталкиваются с первым серьезным испытанием – это рейтингами. И здесь ситуация меняется, потому что сериал «Под одним дождем» стартовал, и первые цифры оказались не такими уверенными, как ожидалось. Премьера сериала «Под одним дождем» состоялась совсем недавно, и первые цифры показали. Старт получился осторожным, высоких рейтингов дебют не принес, но при этом вызвал заметную волну обсуждений в социальных сетях. А если говорить честно, в современной турецкой индустрии это уже серьезный сигнал, потому что иногда проект начинает жить не в таблицах рейтингов, а в комментариях зрителей. И по моему мнению, именно цифровая реакция сегодня все чаще становится индикатором будущего роста. В центре истории столкновение характеров и обстоятельств. Экранная пара Бурака Тоскапарана и Нильсу Берфин Акташ сразу вызвала полярные мнения. Нильсу демонстрирует эмоционально насыщенную игру. Ее героиня одновременно уязвима и дерзкая, и это создает динамику.
Бурак, в свою очередь, играет религиозного молодого человека, чьи убеждения начинают конфликтовать с реальностью. И здесь возникает главный вопрос. Сможет ли сценарий убедительно объяснить этот внутренний разлом? Зрители уже заметили первую серьезную несостыковку. Герой с жесткими принципами внезапно оказывается участником драки в клубе. Такие детали могут стать слабым местом, если мотивация не будет раскрыта глубже. Лично я считаю, что подобные сцены должны работать как точка психологического кризиса, а не как эффектный ход ради динамики. Иначе доверие аудитории начинает снижаться. Отдельные вопросы вызвала и линия внезапной любви. Когда герой влюбляется практически с первого взгляда, часть зрителей воспринимает это как упрощение. Турецкая аудитория привыкла к сильной химии и постепенному развитию чувств. Им важно прожить путь вместе с героями. Если эмоциональная связь не будет убедительно выстроена, сериалу будет сложно удержать стабильный интерес. Тем не менее, актерский состав остается главным козырем проекта. Бахар Шахин добавляет естественность. Таро Эмир Текин демонстрирует универсальность и профессиональную гибкость. И, на мой взгляд, именно актеры здесь сейчас держат проект в зоне потенциального роста. В турецкой практике нередко случается, что сериал набирает обороты к 3-й или 4-й серии. Поэтому говорить о судьбе под одним дождем пока рано. Все будет зависеть от того, услышат ли сценаристы реакцию аудитории и углубят ли драматургию. Если шероховатости будут исправлены, зритель способен дать второй шанс. Но индустрия не стоит на месте, пока один проект проходит проверку рейтингами, другой уже готовится к старту и обещает драму совсем иного масштаба. И следующим испытанием для зрительского внимания станет сериал «Ты тот, кого я полюбила». Сейчас в центре внимания зрителей сериал «Ты тот, кого я полюбила». Проект только начал свой путь в эфире, но уже активно обсуждается, и в первую очередь из-за самой завязки, которая сразу задает высокий эмоциональный тон. В центре сюжета Диджиле, девушка, выросшая в изоляции под строгими законами семьи. Ее мир ограничен горами, традициями и страхом нарушить правила. После трагического события ее судьба пересекается с Ирканом. И именно Иркан в исполнении Айтача Шашмаза становится фигурой, способной изменить ее жизнь и одновременно подставить под удар собственную. По моему мнению, здесь авторы сознательно играют на конфликте долга и личного выбора, теме, которая в турецкой драматургии почти всегда работает. По законам племени Диджиле грозит суровое наказание, и единственным способом защитить ее становится брак. Для нее это искренний шанс на спасение, для него решение, продиктованное обстоятельствами. И вот этот дисбаланс чувств, один верит, другой действует, из необходимости уже закладывает мощный драматургический фундамент. Вопрос в том, смогут ли сценаристы удержать эту линию без скатывания в упрощенные клише. Когда Иркан привозит Диджиле в Стамбул, напряжение только усиливается. Она не умеет читать, не ориентируется в городской среде и воспринимает происходящее буквально, а его реальность – это обстоятельства, семья, социальный статус. Этот контраст между наивностью и прагматизмом может стать сильной психологической осью проекта. Лично я считаю, что именно здесь сериал либо выйдет на глубину, либо останется в зоне привычной мелодрамы. Подобные сюжеты в Турдисе встречались и раньше. Тема традиций, чести и личного выбора стабильно находит отклик у аудитории. Но сегодня зритель стал более требовательным, ему уже недостаточно просто трагической завязки. Нужна эволюция персонажей, внутренние изменения, сложные решения. Если сериал «Ты тот, кого я полюбила» пойдет по этому пути, у проекта будет шанс закрепиться в сетке на долгое время. Если же все сведется к повторению знакомых формул, интерес может начать снижаться уже после нескольких серий. Пока сериал только формирует свою аудиторию, но обсуждения уже активные. И это хороший знак. Однако в турецкой индустрии не только экранные истории,
становится поводом для споров. За пределами съемочных площадок происходят события, которые вызывают не меньший резонанс. И одна такая новость сейчас связана с парой, которые многие считали символом стабильности. Пока на экранах разворачиваются драматические истории, в реальной жизни актеров происходят события, которые обсуждают не меньше. Кубилай Ака и Хавсанур Санжактутан отписались друг от друга в социальных сетях. И этого оказалось достаточно, чтобы запустить волну слухов. В турецком медиапространстве такие жесты редко бывают случайными, и по моему мнению, сегодня отписка – это уже не просто действие, а публичный сигнал, который аудитория считывает мгновенно. Пара была вместе несколько лет, и их отношения воспринимались как спокойные и устойчивые, без скандалов, без лишнего шума. Именно поэтому реакция оказалась особенно эмоциональной. Поклонники начали пересматривать все совместные фотографии, анализировать последние появления, искать намеки в сторис и лайках. Фактически, одно цифровое действие превратилось в полноценную информационную волну, при том, что официальных заявлений пока нет. И вот здесь проявляется важный момент современной индустрии. Личная жизнь актеров все чаще влияет на восприятие их проектов. Если артист оказывается в центре личных слухов, интерес к его экранным ролям может либо усилиться, либо начать восприниматься через призму этих событий. Лично я считаю, что сегодня граница между профессиональным и личным для публичных людей стала почти прозрачной. При этом история Кубилая и Хавсанур Санжактутан пока остается без финальной точки. Иногда такие паузы оказываются временными, иногда окончательными, но сам масштаб реакции показывает, насколько аудитория эмоционально вовлечена в судьбы любимых артистов. И это уже не просто интерес, это ощущение личного участия. И пока фанаты продолжают строить версии, в социальных сетях набирает обороты еще одна тема – это рейтинг самых обсуждаемых турецких актеров недели. И здесь снова на первом месте оказывается имя, которое уже звучало в этом выпуске. Это Мерт Рамазан Демир. Социальные сети сегодня это отдельная арена, где решается не меньше, чем в эфирной сетке. Если говорить о самых обсуждаемых актерах недели, то первое место снова занимает Мерт Рамазан Демир. Его имя стабильно появляется в трендах, а активность фанбаз остается одной из самых мощных в турецком сегменте интернета. И на мой взгляд, это уже не просто популярность, это стратегическое медийное присутствие. Мерт удерживает внимание не только за счет новых проектов, но и благодаря постоянному инфоповоду. Любая новость, будь кастинг, съемки, личная жизнь, мгновенно разлетается по платформам. Это показатель устойчивого статуса. Сегодня он не просто актер сериала, он центр обсуждений. А в современной индустрии это отдельная валюта. Следом идет Улаш Туна Астепе, актер с уже сформированной стабильной аудиторией. Его позиции не строятся на всплеске, они держатся на постоянстве. И это тоже важный показатель. Иногда стабильность в медиа даже ценнее резкого хайпа. Третью позицию занимает Мерт Езаджиоглу. И здесь, по моему мнению, мы наблюдаем постепенный рост влияния. Его имя все чаще фигурирует в рейтингах, что говорит о расширении аудитории. За ним следует Азан Акбаба и Бурак Денис. Оба обладают узнаваемостью и сильной экранной харизмой. Но их присутствие в трендах более волнообразное. Важно понимать, сегодня популярность напрямую связана с телевизионными показателями. Актер, активно обсуждаемый в интернете, автоматически повышает стартовый интерес к проекту, но если смотреть прагматично, финальное слово все равно остается за цифрами просмотров. Соцсети могут создать волну, удержать ее способна только драматургия. И именно поэтому особенно интересно перейти к свежим рейтингам. Кто усиливает позиции, кто теряет динамику. Последние данные уже показывают четкое движение, и там есть неожиданные изменения.
И вот здесь на сцену выходят цифры, потому что как бы активно не обсуждали актеров в социальных сетях, как бы громко не звучали премьеры и личные новости, в конечном итоге судьбу проекта решают рейтинги, и в последние данные показывают довольно четкую картину. И начнем мы с сериала «Под землей». С третьим эпизодом демонстрирует рост во всех трех ключевых категориях. И на мой взгляд, это самый важный сигнал недели. Когда проект растет сразу во всех сегментах, это означает не случайный всплеск, а устойчивый интерес. Зритель не пришел из любопытства, он возвращается. А в условиях высокой конкуренции это уже серьезное достижение. Совсем иначе складывается ситуация у других проектов. «Мечта Шефа» заметно просел в категориях Total, АБ и АБЦ. Подобная динамика может стать тревожным сигналом, если тенденция сохранится. «Беззащитные» также показали снижение, и уже подтверждено завершение сериала на 51 серии. Это наглядный пример того, насколько быстро рынок реагирует на падение интереса. В Турдизе сегодня нет пространства для долгого разгона. Зритель либо остается, либо уходит. Сериал «Основание Архан» демонстрирует более сложную картину. Рост в одной категории и снижение в других. Лично я вижу здесь перераспределение аудитории. Зритель стал выбирать точечно. Он не смотрит по привычке, он смотрит осознанно, и это меняет правила игры. Именно в этом сейчас и заключается состояние Турдизи. Индустрия живет сразу в нескольких реальностях. Давление регулятора, как в случае с «Завистью», медийная сила актеров, как у Мерт Рамазана Демира, и авторские проекты платформ, такие как сериал «Они не отдадут своей жизни», и ежедневная борьба за цифры, где одни растут, а другие вынуждены закрываться. По моему мнению, турецкая индустрия входит в период фильтрации. Зритель стал требовательнее, эмоций недостаточно, нужна глубина, логика, развитие. Актерского имени уже мало, нужен сильный сценарий. Именно поэтому новости Турдизи сегодня – это не просто рассказы о премьерах, это анализ выживания. Кто удержит аудиторию, кто превратит обсуждаемость в стабильные цифры и кто окажется временной волной. Очень интересно услышать ваше мнение, какой проект сейчас кажется вам самым перспективным, за кем из актеров вы следите внимательнее всего. Давайте обсудим, потому что именно зритель сегодня формирует будущее Турдизи. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Если вам близки турецкие сериалы, закулисье съемок и все, что происходит за пределами экрана, значит мы с вами на одной волне. Подписывайтесь на канал Любовь и Мечты, ставьте лайки, и если формат вам понравился, обязательно напишите в комментариях свое мнение. Мне действительно важно читать ваши мысли и обсуждать эти истории вместе с вами. И не забудьте включить колокольчик, впереди еще много громких новостей, неожиданных поворотов и интересных разборов. Совсем скоро увидимся снова на канале Любовь и Мечты.